Hoş bulduk. Kafandaki kuşku da benim, arkandaki gölge de. Senin benden habersiz yapabileceğin hiçbir iş yok Kadir. Ben bitirmedim. İzin de vermiyorum, sen de bitiremezsin. O herifin yanında madara ettin sen beni. Kendine iyi bak. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Простит ли Эшреф Nissan за то, что она создала для Динчера? Продолжит ли Nissan вести дела с Динчером? Какой путь выберет Nissan, чтобы загладить свою вину перед Эшрефом? Смогут ли Эрмак и Ганджа помочь Nissan помириться с Эшрефом? Примет ли Эшреф предложение Чикдема переспать с ней некоторое время и переспать с ней? Или Эшреф передумает, когда Nissan подумает, что он спит с Чикдем? Что говорит Чикдем Nissan, когда она звонит ей, что доводит Nissan до слез? Если Эшреф изменяет Nissan с Чикдем, что произойдет, когда Nissan об этом узнает? Что произойдет, если Эшреф узнает, что Nissan – его агент? Что произойдет, если Эшреф узнает? Как Nissan сотрудничал с помощницей Динчера, чтобы убить женщину? Динчер сбил свою бывшую помощницу насмерть, чтобы она не разговаривала. Что Nissan, которая была рядом, когда помощницу сбила машина, узнает по фонарику в ее руке? Разгорится ли серьезный конфликт, когда Эшреф помешает работе Кадира? Что скажет Эшреф, когда Nissan скажет Эшрефу, что не может ее оставить? Смогут ли Nissan и Эшреф держаться подальше друг от друга? Все это и многое другое в этом видео. Если вы не хотите, чтобы Эшреф был с Чикдем, и если Nissan причинит ему боль, он вернется к ней через некоторое время, чтобы они могли побыть вдали друг от друга, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к анализу. Приятного просмотра! После этой серии обида, которую Эшреф таит в себе, будет не просто гневом. Он будет терзаться в глубине души, думая о том, как Nissan унизил его перед Динчером. Его гордость будет уязвлена, дыхание прервется, а слова застрянут в горле. Все будут думать, что Эшреф разозлится, ожесточится и полностью вычеркнет Nissan из своей жизни, но эта иллюзия окажется ложной. Потому что любовь Эшрефа к Nissan будет сильнее его гнева. Как бы он ни старался держаться подальше, его сердце будет тянуться к Nissan с каждым шагом. После событий той ночи Эшреф на какое-то время замолчит, запершись дома и ни с кем не разговаривая. Никто не увидит его внутреннего разлада, с одной стороны, его гордость будет кричать, с другой, его сердце будет шептать имя Ниссана. Ночи будут бессонными, а по утрам он будет искать Ниссана глазами, но если найдет, не будет знать, что делать. Когда Nissan проснется следующим утром, она не сможет вынести бремени. Когда она поймет, что ценой за то, что она осталась рядом с Динчером, была не только ее собственная гордость, но и сердце Эшрефа, ее мир разрушится. Она будет задыхаться, злиться на себя и сожалеть о каждом своем поступке. Плача на плече Эрмака дрожащим голосом, она скажет: «Лучше бы я никогда не заключала эту сделку». Но вернуться будет не так-то просто. Порядок, установленный Динчером, страхи из прошлого Ниссана и хранимые ею детские тайны окутают ее, словно тугая цепь. И хотя Nissan может казаться сильной снаружи, в глубине души она будет рушиться, не в силах смотреть Эшрефу в лицо. С каждым шагом она будет оглядываться назад, ожидая Эшрефа, но с каждой секундой его отсутствия ее сердце будет разбиваться все сильнее. Чтобы простить Эшрефа, ей сначала придется переступить через свою гордость. Возможно, она подойдет к его двери посреди ночи, но не посмеет постучать, она молча вернется. Возможно, она возьмет блокнот, запишет в него детские воспоминания, которыми годами не могла ни с кем поделиться, и, закончив, оставит его на столе Эшрефа. Но самым тяжелым грузом на этом столе станут слезы Ниссана. Потому что, когда Эшреф прочитает блокнот, он поймет, что Nissan стоит рядом с Динчером не для того, чтобы защитить его близких, а для того, чтобы защитить их. Когда он представит Nissan, он увидит, какой хрупкой она была даже в детстве, и снова не сможет ее отпустить. Тем временем, тихонько прорастет глубинная правда, изображение, хранящееся на флешке.
Помощник Динчера соберет документы, которые раскроют гораздо большую тайну. И когда Динчер это осознает, он запаникует и прикажет своему помощнику замолчать. Причина этого убийства не файл, а настоящая личность маленькой девочки, пропавшей много лет назад. Когда Ниссан внезапно достает флешку, она видит на ней образы своего детства, и у нее перехватывает дыхание. Дом до землетрясения, она в детстве в красном платье, мать, обнимающая ее, и мужской голос из-за камеры, звездочка, звездочка, голос Эшрефа, звездочка, звездочка. В этот момент Ниссан узнает, что девушка, которую Эшреф называл мечтой, это она сама. Слезы навернутся на глаза, руки задрожат, и ей покажется, будто мир вращается вокруг нее. Ведь судьба много лет назад свела их, разлучила, а теперь пытается воссоединить. Однако Чегдем с каждым днем все больше выходит из-под контроля. Ее гордость не выдерживает отчуждения Эшрефа, и она начинает строить планы мести. Однажды ночью она загоняет Эшрефа в угол и приходит в такую ярость, что требует: «Ты будешь со мной». В ту ночь Эшреф на мгновение, кажется, соглашается, но затем, когда взгляд Ниссан мелькает в ее голове, она отстраняется. Ее пальцы дрожат, когда она говорит: «Я не могу». Этот ответ обожжет сердце Чегдем и омрачит ее разум. В ту же ночь она позвонит Ниссан и скажет, что Эшреф будет с ней, пытаясь разорвать ее на части. Когда Ниссан повесит трубку, она безмолвно рухнет, ее сердце будет ныть, словно вырванное из самой сердцевины. Но утром правда откроется, и Ниссан поймет, что огонь в ее груди – это уже не страх, а доверие. Нежелание Эшрефа сдаваться заставит Ниссан снова принять эту любовь. Посреди этой бури прибытие Кадира обострит конфликт. Эшреф будет препятствовать работе Кадира, и напряжение с обеих сторон будет расти. В ход пойдут пистолеты, будут сыпаться угрозы, семьи будут ссориться. Эшреф и Ниссан окажутся в эпицентре этой войны, и как бы они ни старались держаться подальше, все будет тянуть их обратно. Во время ссоры Ниссан спросит: «Ты снова уйдешь от меня?» После долгого молчания Эшреф встретится с ней взглядом и скажет: «Я никогда по-настоящему не расставался». Это заявление изменит все. Потому что, как бы им ни было больно, их любовь станет еще крепче. Иногда самая сильная боль скрепляет самые крепкие узы. Самые тяжелые сердечные переживания приведут к самым крепким воссоединениям. И сколько бы раз судьба не испытывала их разлуками, они в конце концов вернутся друг к другу. Потому что их история – это история не расставания, а воссоединения. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.